Всем привет! Сегодня наш выходной день после первой игровой недели, и мы с командой ответим на все интересующие вас вопросы. К этому турниру подготовка на самом деле была довольно простая в плане того, что мы понимали, что это длинный турнир, что нам придется месяц провести в ангаре, фактически играя с одними и теми же командами каждый день, пробиваясь в финал, в топ-16. Как таковой подготовки именно к лиге, к ситке в ангаре в месяц не было. Наверное, каждый готовился морально сам. Просто старались отточить свою игру, как-то вот найти свою мету, свою скорость. Ну и по большей части как-то фокусировались на своей игре, нежели на противниках, потому что адаптироваться под противников будет достаточно времени. До Польши у нас был 5-дневный буткемп. Там собирались и готовились к турниру. И подготовиться к такому турниру практически невозможно, потому что уровень праков довольно низкий, и на них не получается просто создать реальную ситуацию на турнире. Как мне кажется, сама подготовка настоящая, набор формы, он идет непосредственно уже в самих матчах официальных. Тебе приходится импровизировать по ходу турнира, где-то между днями успевать подготовиться к следующему дню, либо уже между неделями делать что-то кардинально другое. Ты готовишься к одному стилю команд, которые они играли до турнира, а потом приезжаешь на турнир и видишь, что команда меняет плейстайл, и, соответственно, возможно, твой плейстайл не будет подходить под это лобби, и приходится иногда менять где-то тактики, где-то тайминги. Пробуем, на первой неделе не получилось, поэтому пока будем смотреть и дальше пробовать, и уже какие-то решения принимать по ходу дней, игр и так далее. Адаптация Матика в состав прошла довольно легко, потому что он закрывает все существующие дыры, он просто хорошо понимает, что нужно делать. То есть у нас вообще в команде сейчас, на данном этапе, после последнего дня игрового, нет проблем с какой-то идеей в матче. То есть фактически все идеи у нас хорошие, мы четко понимаем, что сделать по карте. Сейчас я бы выделил проблему в том, что мы очень плохо исполняем какие-то командные действия. То есть мы настолько фокусировались на карте, на том, как, куда заехать, что занять, как сыграть, где другие команды, что забыли о тимплее. И вот сейчас мы это подшлифуем, и будет конфетка. До Польши мы уже с ним сыграли один официальный турнир. Мы его выиграли. Человек очень спокойный, хладнокровный. Он много знает всяких прикольных фишек, сетапов, тактики, да, грубо говоря. Нет такого, что мы действуем как-то раздельно, и кто-то там к чему-то лично адаптируется. Мы просто все команды пытаемся решить какие-то проблемы. Можно ли это назвать адаптацией? Возможно, да. Адаптировались ли мы уже? Думаю, пока нет, потому что, думаю, адаптацией можно будет назвать тогда, когда вся неделя будет у нас хорошей, и мы будем минимум в топ-3 таблицы. Как-то лобби стало посильнее в плане файтов. То есть если в прошлом сезоне файты проходили легко, то в этом сезоне чуть тяжеловато проходят. Я думаю, команды чуть стали посильнее. Из заготовок у нас самих не пошло, наверное, что мы хотели играть в центр. У нас споты довольно центральные, но при этом другие команды буквально лутают 1-1,5 дома, занимают все центральные позиции. Даже самые, неперспективные, да, без сильных выходов из этого кемпа, допустим. Первые несколько дней столкнулись с тем, что мы приезжаем в любой прок, все занято. Как бы мы быстро ни старались играть, возможностей у тебя особо нет. И ты вынужден играть не те позиции, которые ты разбирал и хотел забирать, а намного дальше от них. И думаю, необычно именно, что команды каждый день могут делать что-то новое, и ты не можешь об этом знать. У Team Spirit тут опций много. Быть топ-6, быть топ-1 по PFGC, БТС в общем. Но мы всегда ждем один хороший. Команда прошла восстановление, плюс матик, отличные квалы. Я не знаю, что должно им помешать сыграть хорошо.
Да, еще граната одна хорошая какая. Четкая грена от Номича, хорош. Ввиду того, что знал противник, где находится, эффект выходит уже на последнюю битву против Кевина Вальта, но проигрывает. Слишком хорошая позиция у Team Spirit. Они распределились четко по зоне. Да, у них 2-1 сплит. Друзья, поздравляем команду Team Spirit с победой. Грант прилетает по матику, по Номи, Грена попадает, эффекта забирает, там падает замертво, и остается только один игрок. И это Матик, который, скорее всего, даже никого не может забрать. АВП откошмарили Team Spirit, отправили их на банку с нулем ПТС. Мэниак. Опа, минус Мэниак. Забрали его, есть фраг для команды Team Spirit. Я бы, конечно, хотел здесь Team Spirit делать фаворитами, но пока не могу, к большому сожалению. Серега. Матик что-то часто втыкает, там еще и Нави подошли. Ой-ой-ой, да, ну Лимон. И Серега тоже упал. Без шансов, друзья. Изменения происходят либо между днями, либо между неделями. То есть фактически прямо во время матчей никто ничего не меняет. Ну, во всяком случае, у нас такое правило, мы ничего не меняем прямо по ходу матчей. То есть день мы доигрываем, скорее всего, так, как решили до него. Ну, а уже между днями смотрим обстримы, как бы думаем о том, что можно улучшить. Я бы оценил результаты первой недели ужасными, очевидно. Не такого мы сами ожидали, и вы ожидали, да. Прям как на Риаде. Мы приехали с идеей, она тут не работает. Я это связываю с тем, что на Риаде победила центральная команда, хорошо сыграли центральные команды. Как мне кажется, многие это увидели, чуть адаптировали свой геймплей вот в большую сторону центрального. И за счет этого на этом турнире центральный геймплей не работает, потому что слишком большой набив команд, слишком большая концентрация команд, в принципе, в центре. А края все очень свободные, пустые. Там буквально играют 2-3 команды. Нави, Бродфорсы, NRX. И за счет этого просто имеют большой спейс, Virtus.pro те же, большой спейс, там много свободы, много позиций. И зоны уходят, там, допустим, в сторону какого-то края, они легко делают ротацию, легко забирают, опять же, много спейса, много контроля, владеют большой инфой, и за счет этого просто хорошо играют. Большие трудности были в первые 2 дня, потому что в моменте с нашим плейстайлом нам очень важно было разобраться, как играет лобби, насколько быстро все забирается, как команды играют. Нам очень тяжело в Макре было во время игры. В целом, по истечению 2 дней мы эти проблемы решили. Мы делаем по карте те действия, которые нас потенциально могут привести к победе, но просто не хватает каких-то добавить 10%. У нас намного больше игр были бы не в 3 поинта, а в 13 условно, и результат по таблице был бы намного лучше. Поэтому сейчас наша задача как раз постараться добавить вот эти 10%, которые будут приводить нас к хорошим поинтам. По сути, за 2 дня одна крутая карта с чикен-динером была у Team Spirit, и по сути все. То есть один хороший эрангель. Доскачают, ну вот, насколько сильно это все будет от них, ответить сложно. Один как реагирует. Ай! Свена минус не удается. Team Spirit продавить вообще никак. И Матик, Номи выживают и держат 2-й этаж пока что очень хорошо. Не просто так Istanbul Wildcats боялись заходить на Спиритов. Здесь Матик приемочку хорошую оформляет. Таким образом пока не удается Istanbul Wildcats выбить Team Spirit. И Номи может принять противника. Забирает Номич в итоге килл. Есть для себя. Его тут же начинают закрывать. Оспик там тоже подключается. В этом весь замес. Его забирают. Номи живет или нет еще. Сейчас в 4-ке. Все-таки Айвин и Рекс. Номича уже минуснули. С концами Кейн упал замертво. Ко его забирает. Выход от Кицуни. Вдвоем остается Матика и Эффект. Но они такие калененькие. Сейчас против одного Зивулфа из команды Айвин и Рекс. Пытается поднять Свейна. Подхиливаются Матика и Эффект. Начинает смещаться. Двух сторон под размен идут. Но очень долго было здесь. Может проиграть сейчас Зивулф 1 на 1 против Матика. Остается, забирает его. Что происходит? Команда Spirit проигрывает битву Зивульфу. Я бы не сказал, что мы играем более пассивно. Скорее, у нас не получается доходить до активной фазы. В силу того, что мы допускаем какие-то индивидуальные ошибки, мы теряем очень много поинтов. У нас очень много есть игр, где мы, допустим, когда мы куда-то заезжаем, мы проигрываем файт,
а потом команда с этого места набирает 10, 15, там, 20 поинтов, да, и фактически это вот те наши проигранные поинты, которые мы могли бы набрать. И все просто из-за того, что не чисто, не тимплейно проведен файт. Допустим, есть такие команды, как RCB, которые летают только в центр, и есть брютфорсы, которые играют от края. А у нас более такой универсальный стиль, что мы можем иногда сыграть и от края, также и от центра. Гибридный стайл. Этот турнир очень сильно отличается от прошлого сезона. Просто вот уровень подготовки команд, уровень идей команд очень вырос. Просто даже индивидуальная форма. Я, конечно, считаю, что индивидуальная форма, она решает в меньшей степени, чем командная игра, потому что, хорошо играя командно, у тебя даже не будет ситуации, где тебе нужно проявить себя индивидуально. Сейчас команды делают предрайвы, как бы не боятся сплитовать. Если сплитуют, то сплитуют правильно. Больше появилось логики в действиях каждой команды. Плюс-минус игра осталась такая же, ничего не поменялось. Поменялись только команды-доминанты и команды, которые чуть пока хромают, догоняющие команды, скажем. Первое впечатление о лане по сравнению с прошлым по МСЛ в целом положительное, потому что ты понимаешь, что все играют в равных условиях, у всех одинаковый интернет, телефон, сетап и так далее. Катовице, да, непонятно, потому что пока не было прям свободных выходных дней, чтобы куда-нибудь ходить гулять, но в целом климат приятный, сейчас тепло, нормик. Организация самого турнира, да что, в целом хорошая, еда нормальная, на арене так точно. Напитки, снеки, все вкусное, все в целом на хорошем уровне. Впереду остались трио, прошу прощения, уже в дуо. Один вперед сыграл. Лимбабум, но уме падает тоже минус 3 по TS. И у команды большие проблемы, Матик на ногах. Одного выстегнул. У Лимбабум пытается успеть заявить здесь тиммейта, но Шифу знает, где они находятся, да ладно. Два уже у Брутфорс препод, ломается здесь от атаки Кицуна, и в итоге все. Да, это правда. И Фризера переиграли. Мокси лежит и ждет, пока эффект зайдет, и давит в него своим ДПСом. Но пока медлит, ДПС пошел по эффекту, играет, и эффекта сносит Бикниязик. Обидно очень. Плотненький замес у Team Spirit. Серега, они вроде надо. Тут Кицуны потащить, и все будет в целом очень хорошо. Уже у него выскакивает, и Вайл был готов. Плюс-минус закономерно. Кроме, конечно, Team Spirit. Ну, текущая таблица, я думаю, не сильно отражает реальность, потому что это, опять же, первая неделя. Как мы знаем, есть еще вторая, третья. Также есть финал, и, как правило, в финале вот таблица очень сильно меняется. Поэтому как бы нужно просто провести хорошую работу над ошибками, нужно понять, что нам конкретно исправить. Очень нам на руку играет то, что таблица не общая, а как бы разделена по неделям. То есть вторую неделю мы сейчас начнем с чистого листа. Надеюсь, войдем в какой-то кураж, хороший первый день, и за ним, я уверен, последуют остальные хорошие следующие. Вся команда очень сильная. Наверху таблицы мы точно можем быть. Я думаю, мы будем наверху таблицы, если мы разберемся с вот этими моментами. И 2 дня ресета могут нам очень сильно помочь. Что делать? Играть лучше? Быть выше таблицы. Очевидно, когда ты играешь топ-18, у тебя не такой настрой, как у какого-то там чемпиона, наверное. Я думаю, положение в таблице никак не отражает силу команды. Первая неделя была такая разминочная. Привыкали к командам, к лобби. Думаю, в топы вполне возможно выйти во второй неделе. Будем сейчас готовиться, играть, смотреть, как играют другие команды. Вот, и вернемся сильнее. Так, ну что, ребят, время подвести итоги первой недели. В принципе, итог один. Конечно, сыграли неделю плохо. Но в целом команда не расстраивается. Да, мы приехали сюда с одной идеей. Эта идея немножко дала слабину из-за того, что, опять же, уровень турнира, в котором мы играли до, и где мы применяли там всякие новые идеи, наработки, сами понимаете, рофлатурами. Вот. Приезжаешь сюда, команда начинает играть по-другому. К третьему дню уже более-менее адаптировались, то есть мы с ребятами сидели, смотрели моб-стримы, много обсуждали, то есть там типа, как нам лучше играть чуть быстрее, играть чуть медленнее. И вот, наверное, вот в этом моменте вот этой адаптации, да, немножко потерялась наша вот эта вот внутренняя какая-то структура и немножко синергии, да, потому что у тебя первый день плохой, а на второй день я там Серегу чуть подфорсил попробовать сыграть
там чуть по-другому, да, относительно нашей идеи. Вот, это тоже не особо получилось. И вот 2 вот таких вот дня, когда команда как будто бы играла не в ту игру, в которую она хотела, и, возможно, повлияли где-то на последующие 2 дня, но, в принципе, день 3-4, по идее, был хороший, то есть мы даже вот после игр, что обсуждали, собирались, мы понимали, что все упиралось в то, что нам нужно было убить одну команду, и мы бы спокойно выходили там в хорошие поинты. Сейчас, наверное, задача простая. 2 выходных, немножко порелаксировать, опять же, обсудить, что мы будем делать на 2-ю неделю, найти ту нашу синергию. В принципе, все прекрасно все понимают, что мы можем играть хорошо, что мы можем играть лучше. Вот, поэтому надеемся, что на 2-й неделе мы вас не подведем. Вот, так что спасибо всем тем, кто поддерживает, кто, в принципе, пишет гадости. Вы тоже нас как бы подстрекаете, да, ни на что не забивать, там, да, то есть мы видим все ваши комментарии. Вот, так что надеемся, что на 2-й неделе вернемся сильнее. Поэтому всем спасибо за поддержку и увидимся. Вот и подошел к концу наш влог по 1-й неделе. Спасибо, что смотрели. Приходите болеть на 2-ю неделю. Будем делать либо камбэк, либо паунс в окно. И болейте за Team Spirit, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока-пока, до встречи.